Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить изумительно вкусный, ленивый шоколадный рулет с заварным сметанным кремом. Ленивый, потому что выпекаем все вместе: и бисквит, и заварной крем. На приготовление рулета вы потратите буквально 20 минут. И вот такая красота у вас на столе. Рулет получается такой нежный. Здесь такое пышное шоколадное бисквитное тесто без муки. Заварной крем вместе с бисквитом хорошо держатся, не отделяются друг от друга. И крем сам получается такой мягкий, очень вкусный и очень воздушный шоколадный бисквит. Этот рулет просто тает во рту. И, кстати, у меня на канале уже есть рецепт ленивого рулета с яблочной начинкой. Я решила продолжить эту тему, так как такие рулеты готовятся быстро, просто и они всем нравятся. Для приготовления сметанного крема мне понадобится в миску всыпаю сахар, крахмал и соль. Перемешиваю. Добавляю яйца, перемешиваю венчиком до однородности. Фактически сейчас я готовлю сметанный заварной крем, только его будем запекать сразу вместе с тестом в духовке. Добавляю в смесь сметану. Хорошо перемешиваю. Добавляю в массу экстракт ванили. Получился вот такой однородный сметанный крем. Выпекать рулет я буду на противне, размер 26 на 38 сантиметров. Застелила его пергаментной бумагой. Сверху смажу растительным маслом без ярко выраженного запаха. Для приготовления бисквита мне понадобится приготовлю тесто. Для этого надо очень аккуратно разделить белки и желтки яиц. Сначала буду взбивать белки. Добавляю к белкам соль. Для того, чтобы они хорошо взбивались, их надо обязательно выкладывать в чистую и сухую посуду. Когда появилась вот такая легкая пена, буду добавлять примерно половину сахара. И постепенно, увеличивая скорость миксера, взбиваю белки в крепкие устойчивые пики. Очень важно хорошо взбить белки, так как тесто мы готовим без разрыхлителя, и подниматься оно будет за счет хорошо взбитых белков. В желтки всыпаю оставшийся сахар, добавляю экстракт ванили. Взбиваю примерно в течение 3 минут в пышную светлую массу. В несколько приемов просею крахмал и какао. Просеиваю часть и перемешиваю лопаткой. Просеиваю еще. Сейчас масса получается достаточно густой, поэтому я добавляю немного взбитых белков. Вмешиваю их. Просеиваю оставшиеся сухие ингредиенты. Снова добавляю в массу немного взбитых белков. Добавляю все белки, также в несколько приемов. Аккуратно перемешиваю сверху вниз, чтобы сохранилась пышность теста. Теперь аккуратно по краю миски вливаю растительное масло, также в несколько приемов, и перемешиваю. В итоге у меня получилось очень нежное, пышное тесто.
На подготовленный противень выливаю сметанный крем. Все разравниваю. Сверху на мой крем я выложу немного миндальных орехов. Здесь у меня 50 граммов обжаренных миндальных лепестков. Можно использовать грецкие орехи. Можно также по желанию выложить немного ягод. И сверху аккуратно выливаю мое бисквитное шоколадное тесто. Разравниваю лопаткой. Можно слегка стукнуть противнем об стол, чтобы тесто распределилось более равномерно. И если образовались большие пузыри воздуха, можно их проколоть зубочисткой. Сверху при желании можно бисквитное тесто также слегка присыпать орехами. Я присыплю небольшим количеством необжаренных миндальных лепестков. Причем я это сделаю именно в одном месте, не буду присыпать весь рулет. Отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите только, какая красота получилась. Обязательно проверяем готовность бисквита деревянной шпажкой или зубочисткой. Посмотрите, какой он пышный. Вот сверху я надавливаю, тесто пружинит. Сейчас мой бисквитный корж вместе с кремом я оставлю минут на 10 прямо в форме, чтобы он немного остыл. Когда бисквит постоял, он совсем немного осел, и вот эта вот верхняя корочка, она стала мягкой. Теперь я присыпаю все сверху сахарной пудрой. Это для того, чтобы вот эта верхняя корочка не слезла с бисквита. Накрываю сверху куском пергамента, доской. Переворачиваю. Вот здесь прекрасно запекся сметанный крем. Обязательно посмотрите, с какой стороны вы присыпали шоколадный бисквит орехами. И начинаю все сворачивать в рулет. Поджимаю пергаментной бумагой. Слой орешков получился сверху. Все переношу на тарелку. Срежу края у рулета. По желанию сверху рулет можно еще дополнительно украсить, либо покрыть его глазурью. Я просто присыплю его сахарной пудрой. Я сейчас попробую. Друзья, какой нежный! Восхитительно! Потрясающий, очень вкусный заварной сметанный крем с такой легкой кислинкой и воздушный шоколадный бисквит. Очень вкусно, такая нежность, просто тает во рту. Друзья, я всем рекомендую приготовить и попробовать, тем более, что это так быстро и просто. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изи Кук, Позитивная кухня. Всем пока!